Я увидел его, я влюбился. Объем какой-то, Ага. да? Кайф, да? Да. Сегодня мы останавливаемся вот там, вверху. Как все здесь интересно. Где-то мы в горах, в ущелье. Такого у нас еще не было. Воздуха сколько, объем какой Ага. воздуха, да? Как норы хоббитов. Да. Роскошно. Здесь бугенвилии вовсю. Вот еще что-то цветет. У нас своя терраса. Вообще, ты видишь, да? Так это все выглядит. Мы на таких... Реально, даховичьи норы. Птицы поют. Кайф. Просто кайф. Какой-то невероятный. Терраса такая, да? Здесь мы будем завтракать. Вот с таким прекрасным столом. Да, это фальш-ступеньки. Это было первое место, которое мы забронировали. Я увидел его, я влюбился. Ну, влюбился, во-первых, вот это. Ну что это? Ну, посмотри. Прям вот так вот выйдем утром. Рассвет. Здесь все это будет озаряться. Заходим. Здесь сразу такая кухонка небольшая, да, холодильник есть. Можно будет что-нибудь Охлаждать? Да, охлаждать, мне кажется, завтра можно устроить полноценный завтрак. Завтра нам никуда не нужно будет рвать на рассвете. Гостиная имеется. Можно и погостить. Можно погостить, но мне кажется, мы там будем сидеть снаружи, потому что это невероятная красота. Сюда будем заходить только спать. Души. Все вообще комфортно. Все простенько. Все простенько, но все есть. Тыц-тыц-тыц-тыц. Кайф, да? Да. Я в каком-то невероятном восторге. Это просто что-то нереально прекрасное. Тут всего 4, получается, номера. 1, 2, 3 вот эти. И наш, надо сказать, самый лучший. Здесь тоже такие террасочки, тоже с таким красивым столом. Очень нам нравится останавливаться в каких-то таких интересных, оригинальных местах. И вот это вот, мне кажется, будет в десятке среди тех, в которых мы когда-либо останавливались. И тихо, да. Только там что-то какой-то кондиционер подшумливает. Ну тихо. А там луна подмигивает уже. Говорит, привет. Вот это супер. Так мы еще не жили. Так интересно. А еще, по-моему, мы здесь совсем одни останавливаемся в эту ночь. Потому что, когда я смотрел, какие варианты есть еще на букинге для этой ночи на сегодня, ну, думаю, мало ли, здесь все еще были места, были номера. Здесь какие-то герани цветут, кактусы. Кактусы даже с плодами. Кактусовые груши, приклипер. Вообще. Вот это кайф. Невероятный. Здесь какие-то бугенвилии необычные. Или что уж это красивое. Здесь можно вот так вот прогуливаться. Никуда ехать не надо, да? Ни на какие хайкинги. У нас здесь все есть. Вся красота. Мы в ней... Как под рукой. Всегда, и как-то под ногой. Рукой подать, вот как. Здесь у нас даже такая скамеечка имеется. С роскошным видом. Привет. Вот это котеночек. Здесь. Канарские коти. Такая старенькая уже. Кошек здесь больше, чем людей. Привет, Рыжик. Сосчитай кошек называется. Еще белорыжик спит. Ну, мы обошли нашу скалу по кругу. Скалу Фреклов. Скалу Фреклов. День начинали, заканчиваем. Неугомонный. Реально, вот в этом скале, где на верхушке, который находится ресторан, везде живут фреглы. Мы поселились в скале Фреглов. Да. Мы фреглы на сегодня. Главное, чтобы там Марджери не пришла. Здесь еще какой-то ресторан, смотри. Это другой ресторан. Еще одна котя. Смотри. Реально. Привет. Скала кошек. Привет, скала кошек. Мы здесь встретили еще одного друга, который пошел вон на помойку. Худой, совершенно песель.
прекраснейший. Аж до слез. Ну, мы сейчас едем за едой себе на ужин и на завтрак. И посмотрим что-нибудь и для пёселя. Очень хочется его как-то порадовать, потому что, ну, прям до слез жалко. Очень худой. Нас сегодня ждет Меркадона. Мы в этом супермаркете первый раз будем. Можно загадывать желание. Ты решил рискнуть и попытать счастье с Папайей еще раз? А ты что, так быстро потерял веру в Папайю? Большая. Я верю в эту Папайю. Что ж, здесь можно заблудиться. Сыры. Ну, что-нибудь местное, если есть, и небольшое, потому что нам же не с собой же увозить его. Здесь всякие хамоны. Вот они там висят в виде ног. И много разных. А? Миллион разных ног. Миллион разных ног. Вот эти ноги выглядят симпатично. Это она? Это вот эта нога, ты хочешь сказать? Не вот это, да? Узнаешь? Знаешь, что для завтрака мне хотелось бы? Ветчины обычной такой какой-нибудь. Я, кстати, тебе рекомендую. Ну, мортаделла итальянская. Зачем нам мортаделла? Нам надо испанская. Перуанская. Вот паштеты есть, симпатичные. Да вот такую возьмем. Вот такая вот небольшая, цена приятная. Очень много всего, что нам не надо. Как это относится, да, к тому, Вот что нам ноги тоже. Ноги другие, ноги куриные. Очень много ног в этом магазине. магазин ног. Креветки есть. У нас есть и соус. Вот это глазище. Здесь у рыбищи. Осьминоги, каракатицы. Здесь всяческое мороженое, но мы ищем определенное кокосовое мороженое, которое мы увидели в сторис у наших друзей. Теперь его очень хотим. Вот оно. Вот такое вот кокосовое мороженое в кокосе. Очень нам срочно надо. Смотри, какой улов. Мы гонялись за ним. Гонялись за ними. Надо было забраться в глушь, чтобы найти мороженое. Здесь вон даже баскские чизкейки есть. А вот это Сан-Марко, мы вчера ели. Вот этот вот десертец. Здесь много всяких тортиков. Нам нужно какого-нибудь пива или каких-нибудь пузыриков. Безалкогольно. Да. Сидр Это натуральный. все алкогольное. Тоже алкогольное. Вот это безалкогольное? Да. Берем? Берем. Дынный ликер. Это первый алкогольный напиток, которым я напился. Очень сладко было. Только это джин. Ну а я напился ликером. Очень сладко было. Собачья еда. Такие есть. Вот такой берем? Да. Йогурт. Нам еще нужен йогурт какой-нибудь. Ну, что у нас? Мороженое кокосовое, йогурт кокосовый. Мы что, помешанное на кокосе? Тогда возьмем натуральную кобру. А, это кабра? Ну какая разница? Это козючий сыр. Ой, этот йогурт хочешь? Так, мы дошли до хлеба и до буляшек. Взяли анисовую буляшку и пару багетиков ржаных. Так, променяли сидр на безалкогольное пиво. Променять, да? Ну, мы удачно сходили. Прежде всего, кокосовое мороженое купили. Для меня это была цель похода. Да. Вы прибыли к пункту назначения. Там так луна ярко светит. Домик хоббита. Ничего не видно, кроме нас. Ну, это самое... А что вам еще надо? Да, что вам еще надо? Сейчас покажем стол наш. Я даже здесь фонарик организовал. Импровизированный из хлебного пакетика и айфона, вставленного туда, но... С фонариком включенным. Да, с фонариком включенным. Ну, смотри, как работает. У нас идея возникла получше. Это, конечно, хорошо, что у нас сегодня, да, такая терраса роскошная. Но сегодня мы воспользуемся соседской, так как там никого нет. И свет, и лампочки. Да, там лампочки поярче. Да точно никого нет. Ты переживаешь, что кто-то к нам на ужин придет? Там на ключ закрыто. Да, и наш тоже на ключ закрывается. Мы можем перелезть. Пошли в ресторан. Хорошо, хоть Уитли станет. Сразу удалось место получить. Так вот, в ресторане официант подает блюдо на столик. Мы на выдумке хитрые. Мы голь? Нет, одеть. Сейчас одеть.
Ну, уже в спальне одеть. Так, ну что у нас? А что я шепчу? Никого же здесь нет. Это что? Тарелка еще будет креветки. Для креветочных хвостов, да? Для хвостовства. Это нога. Ну, мы не сильно голодные, поэтому у нас очень скромно сегодня. Креветки. Моха верде. Мохаруха. Анисовая булочка. Ржаной багетик. И пиво. Мы такое еще не пробовали. Фейк. Фалк. Фалк. Пиво Фалк, да. Марина, привет. Тостада. Да, Фалк, тостада. Как получается, что ты наливаешь вот так? Это же нужно не торопиться. А я налил вот так. Вот. У кого стакан наполовину полон, а у кого наполовину пуст. У кого стакан наполовину пена, у кого Наполовину пива. наполовину пива, да. Уже лучше. Я не против пены. Кислородный коктейль такой. Заметь, какой интересный день сегодня у нас получился. Везде, где мы не оказывались бы, в результате оставались одни. Да. Утро так началось, Да. с одним видовым видом на рассвет, с другим. Как день начался, так он и завершается. Кстати, мы тоже приехали сюда, здесь был куча народу в ресторане. Сейчас мы уже, кстати, здесь одни. Ну, она там была в вакууме. Все кусочки, мне кажется, просто можно чуть ли не ножницами резать. Видишь, она вот так вот. Вакуумная нога. Немножечко такое уже пожевать. Ну, нога вкусная. Немножко терпкая, но мне нравится. Мне кажется, мы мало взяли. Я начинаю жадничать. Блин. Креветки вкусные. А с муховердом это так необычно. И тоже очень вкусно. Муховерда. Гороха. Булки. Хрустящие. Булки мы просто ломаем. Вот эти прям пахнут анисом. Мне кажется, даже больше, чем вчерашние. Там какой-то же процент был написан. 2% аниса. 2% интересно от чего. Ну, какие вкусные. На вкус, кстати, не такие прям анисовые, как на запах. Но мне нравится очень. Ржанулечку. Я люблю ржаные булки. Я тоже люблю. Сейчас все отведаем. На тебе горбушку. Ой, я люблю горбушки. Такая Треуголка. треуголка. Клянусь своей треуголкой. Клянусь своей треуголкой. Вкусный ржаной хлеб. А с мухороха еще вкуснее. А что ты не танцуешь танец мухороха и муховерды? Как красиво наш домик смотрится. Вообще просто обалдеть. А там луна. Светит тоже фонарем. Ну, вообще, конечно, это очень круто, что мы здесь вообще одни. Да, вообще никого нет. Только собаки и кошки. Да. Только собаки и кошки. Мы когда гуляли, видели собачек. Да, песеля мы не видели больше. Момент истины. Действительно ли это так вкусно? Как нам тут рассказывал один наш друг. Испанец. Испанец. Назовем его так. Это мороженое. Это шоколадный кокос или это настоящий кокос? Ну, я думаю, что шоколадный. Ты думаешь? Нет, шоколад. А может, настоящий? Придется за ложкой сходить. Ложка нужна. Настоящий? Настоящий. Я пойду за ложкой. Нежное такое. Нежнячее, да, такое. Пахнет кокосовым. Я люблю кокосовое мороженое. Мы, в принципе, любим все кокосовое. Такое сливочное. Нежно-нежное. Очень мне нравится. Тебе понравится тоже. Сейчас кокосу говорить. По голове себе постучи. Прекрасное завершение сегодняшнего дня. Этим кокосовым мороженым мы
прощаемся с вами, или с этим кокосовым мороженым, мы прощаемся с вами и говорим до новых встреч, друзья. Спокойной ночи. А мы будем дальше мороженое есть. Пока-пока. Пока! Мы покидаем наш ресторан Гостеприимный. и идем в свой домик Хоббит. Или Фрегла. Пока. Спокойной ночи.